Ну что, друзья, салют, с вами снова я, Генрих, и это «Жизнь здесь и сейчас» в Буэнос-Айресе. Все, кто только подключился, добро пожаловать, выпуск будет очень интересным. Сегодня я вам хочу показать один из самых элитных и дорогих районов Буэнос-Айреса под названием Пуэрто-Мадеро. Это один из самых престижных районов в Буэнос-Айресе, имеет довольно необычную историю. Его строительство началось с идеи модернизировать порт в конце 19 века, когда Аргентина стремительно развивалась. В 1880 годах инженеру Эдуардо Мадеро поручили разработать современнейший проект порта, который стал крупнейшим проектом в Южной Америке. Новый порт с узкими каналами и причалами вскоре столкнулся с проблемами. Большие корабли попусту не могли здесь разворачиваться, и порт потерял свою актуальность всего за несколько десятилетий, друзья. И спустя более 100 лет, в конце 1980-го, власти города приняли решение вдохнуть в заброшенные доки новую жизнь. В начале 1990-х годов началась крупномасштабная перестройка, привлекшая известных архитекторов и международные инвестиции. Вскоре старые доки и склады были преобразованы в элегантные жилые комплексы, рестораны, офисы и культурные центры. Вложение в этот проект оказалось успешными, и Пуэрто-Мадеро быстро приобрел статус самого элитного района города. И на сегодняшний день Пуэрто-Мадеро является символом современного Буэнос-Айреса и его амбиций. Этот район славится роскошными небоскребами, ресторанами высокой кухни и уникальными сочетаниями современной истории и культуры и архитектуры. Что касается цен на недвижимость, Пуэрто-Мадеро стабильно занимает верхние позиции по стоимости. Средняя цена за квадратный метр здесь, друзья, варьируется от 5 до 7 тысяч долларов, что делает его самым дорогим районом в Буэнос-Айресе. Цена может варьироваться в зависимости от конкретного здания, этажа и наличия вида на реку или парк. Рассказал я вам немножечко истории про Пуэрто-Мадеро. Вон люди гуляют. Я вас очень рад видеть. Рестораны. Вот это вот каналы, а там небоскребы, и мы туда дойдем. Вот ребята, кафе, рестораны. Кстати, сейчас я вам покажу очень прикольную бухту, не бухту. Ну, короче, очень большой парусник стоит. Погнали. Здесь вот парусник, можно сфоткаться, если я не ошибаюсь. Можно зайти. Рассказал я вам немножечко историю про Пуэрто-Мадеро. Если удастся, сегодня зайду к своему знакомому и поснимаю с крыши. Да, кстати, сейчас вот мы зайдем туда, все-таки можно. Я думал, закрыто. Сейчас заплатим, спросим, сколько там стоит. Сейчас мы с вами зайдем, посмотрим, что здесь. Вот здесь вот, друзья, корабли разворачивались в свое время. А это мост, тоже мы сейчас зайдем до него, посмотрим. Сейчас мы расплатимся. Очередь, наверное. Hola, ¿qué tal? Вот такая вот баржа там, смотрите. Прикольные такие. Hola. Solo, sí.
Muchísimas gracias. Сейчас я с вами нахожусь на одном из замечательнейших мест. Это парусник фрегата Сармента. Это один из самых известных символов в Пуэрто-Мадеро и Буэнос-Айреса. Этот исторический парусник был построен аж в 1897 году и служил в аргентинском военном морском флоте. Он был назван в честь аргентинского адмирала и национального героя, который сыграл важную роль в развитии морского флота из страны. В завершение своей службы парусник стал музеем и теперь открыт для посещения. Он привлекает туристов и местных жителей, предлагая возможность узнать больше о морской истории Аргентины. Что касаемо дизайна, парусник выполнен в классическом стиле с высокими мачтами, что делает его привлекательным для фотографий и экскурсий. Внутри парусника можно увидеть исторические артефакты, которые отражают жизнь на борту во время его активной службы. Ну что, пройдемте. Воу, какое. Как будто я, друзья, в Assassin's Creed попал. Такие всякие штуки, двери. Класс. Ребята фоткаются, фотографируются. А тут что? Что, спустимся? О-о-о-о. Ну вот здесь вот можно, в принципе, спать, если с работы все будет хуево. И он с таким вот видом. Ну и одежда есть. Ой, какой он большой, друзья, капец. Офигеть. Это, наверное, котельная. Да. Шуфли, лопаты. Смотрите, какой он большой, капец. Очень большой парусник. Вот здесь вот ребята кушают. Офигеть. Очень-очень большой парусник. Очень большой, друзья. Стоит это всего лишь, если не ошибаюсь, 500 песо. Ну, 50 рублей, короче. О, Аргентина, флаг Аргентины. За этим вот обеденным столом ребята кушают. Класс, класс, мне очень нравится. Парусник очень большой, друзья. Вон сабли такие вот, посмотрите. Что хочу сказать, куда ни завернешь, есть какая-то история. Очень круто. Очень круто. Ну, тут кто-то спал, жил. Класс, класс, он сабля. Супер, супер. Умывальники, посмотрите, какие. Бомба, бомба, друзья, бомба. Класс. Так, это внутренняя
часть корабля. А там верхняя. Оля. А там верхняя. Да, мы здесь уже были. Ну что, поднимемся наверх. Свистать всех наверх, как говорится. Оля. Очень большой он, друзья. Такие вот пушки. Снаряды, снаряды. Смотрите, какой он большой. Это офигеть. Просто. И очень красивый. Конечно, печально, что туда нельзя забраться. Очень хотелось бы. Вон ребята фоткаются. Очень хотелось бы, конечно, забраться туда наверх. Но, к сожалению, нельзя. Нельзя. И с этого корабля, кстати, видно мост. Если вы видите, конечно. Вот мы на него тоже поднимемся, я вам его покажу. Ворочается. Класс. Очень нравится. Muchas gracias, chao. ¿Qué? ¿Sos youtuber? No, no hablo español. Ah. Perdón. No, Смотрите, какой большой, вот, замечательный. Замечательный. Ко мне доебалась какая-то девочка, ютубер. Смотрите, какой большой. Это у него два яруса. Еще там вверху третий. Прекрасно. Да что, пройдемте дальше к вот этому вот мосту. Класс. Куда ни завернешь, друзья, везде какая-то история. Вот это вот все раньше было заброшено. А тут сейчас кафе, бары, небоскребы. Бомба. И такой вот замечательный мост. Итак, друзья, еще одно великолепное место за моей спиной. Это подвесной мост в районе Пуэрто-Мадеро в Буэнос-Айресе, спроектирован архитектором Сантьяго Калатравой и открыт в 2001 году. Мост имеет уникальную форму, напоминающую танцующую пару с наклоненной мачтой, символизирующую женщину. Используется для пешеходного и велосипедного движения, соединяя город и район. Это является символом современной архитектуры и важной туристической достопримечательностью, особенно в ночное время, благодаря освещению. Ну что, друзья, пройдемте и прогуляемся по этому мосту и потом дойдем до Пуэрто-Мадеро. Погнали! Оля. Очень много людей, очень много фотографий. Здесь, кстати, вечером гуляют люди, фотографируются. И, кстати, вот музыканты выступают. Оля. Oh, gracias. И выступают люди. Вон Человек-паук еще там. Вот там вот очень дорогие рестораны, кафе. И расскажу я вам еще, сколько стоит там жилье, сколько стоит купить. В общем, смотрите до конца. Какой мост. Человек-паук.
залип в телефоне. Наверное, Тони Старку звонят. Ese está bien, ese lo conozco. Танцуют танго. Люди. Fuerte ese aplauso, vamos. Bienvenidos. Вот этот, наверное, чувак уже потанцевал танго и устал. Смотрите, куча кафе, ресторанов. Когда-то это все было заброшено. Но нам с вами вот туда. Помните, у меня с этим чуваком был уже видос, кстати, на Авениде Корриентес. Ну тут как будто совсем другой, друзья, Буэнос-Айрес. Как говорится, у нас элитка. Элитка. Люди все фотографируются, куча туристов. Очень классно. И я такой вместе с вами иду и снимаю блог. Ну что, друзья, расскажите, как вам кораблик? Может, кому-то скинуть локацию, где он находится? Если кто-то не найдет, в принципе, сейчас есть Google и так далее, и его можно найти. Вот там вот мост, там корабль. Поэтому как-то так. Спасибо вам большое, то, что меня смотрите, комментируете. Мне очень приятно, подписчики растут, все очень круто. Спасибо вам еще раз огромное. Также, друзья, не забудьте поставить комментарий, если вам видео понравилось, и палец вверх. Сейчас я вот уже подхожу к небоскребам и расскажу вам про небоскребы. Я расскажу пару, с чего они сколько стоит арендовать там жилье и так далее. Ну что, пройдемте. Ну вот я уже внутри района Пуэрто-Мадеро. Кстати, проблема здесь в том, что нету никаких супермаркетов. Здесь все в кафешках, каких-то барах, клубах. Так скажем, супермаркетов здесь нет, потому что здесь очень дорогая недвижка. И никто не может здесь открыть какой-то супермаркет. Но тоже своего рода такое, блядь, как вам объяснить, извините, что матом ругаюсь, из говна сделали элитный район. Ну, то есть, так скажем, на болотах построили элитный район. Ну, прикольно, молодцы, молодцы. Это своего рода, типа, как Москва-Сити. Своего рода Москва-Сити. Смотрите, какие здесь уже машины элитные, джипы. Люди с собачками гуляют. Бизнес-центры, все здесь. Все находится именно здесь.
Да, район Пуэрто-Мадеро очень спокойный, красивый. Сейчас я немножечко прогуляюсь до небоскребов и зайдем мы, наверное, скорее всего в парк какой-нибудь. И я вам расскажу про стоимость жилья за квадратный метр и стоимость аренды жилья. У меня там живет пару знакомых, которые снимают там жилье. Большие такие вот небоскребы. Кайф. Теперь поговорим, друзья, о цене и съема жилья в этом дорогом районе Пуэрто-Мадеро. Это является одним из самых престижных и своевременных районов Буэнос-Айреса. Стоимость жилья считается одной из самых высоких в Аргентине именно здесь. Средняя цена за квадратный метр здесь может варьироваться от 8 до 12 тысяч долларов в зависимости от здания и уровня отделки. Апартаменты в Пуэрто-Мадеро представляют собой современные и роскошные жилые комплексы с видом на реку, оборудованные для максимального комфорта проживания, включая такие удобства, как круглосуточная охрана, бассейны на крыше. Кстати, да, друзья, тренажерные залы, а также зеленые зоны. Здесь есть еще очень большие парки. И здесь очень-очень много полиции. И также здесь нету... Ну, то есть не воруют, не грабят, ничего. Здесь даже нету бездомных. У меня живет здесь пару знакомых, друзья. Хочу рассказать то, что один из знакомых снимает жилье. Он платит за него 5000 долларов. У него 120 квадратов. Офигеннейший вид. Ну, что я вам скажу? Дороже, чем в Москва-Сити, я вам скажу. Поэтому, да. Всем большое, огромнейшее спасибо, друзья, что досмотрели этот выпуск до конца. Кому понравился мой выпуск, поставьте палец вверх, напишите свой комментарий, в каком вы районе живете и купили ли вы вообще в Буэнос-Айресе, либо же в Пуэрто-Мадеро жилье. С вами Генрих, жизнь здесь сейчас в Буэнос-Айресе. Еще, друзья, хочу затронуть тему по поводу экономической ситуации в стране. В Буэнос-Айресе на 2024 год это отражение сложных финансовых вызовов, с которыми сталкивается Аргентина в целом. Высокая инфляция, которая сейчас составляет около 120% в год, сильно влияет на покупательскую способность жителей, создавая финансовую нестабильность. Большинство людей ощущают давление из-за постоянного роста цен на основные товары и услуги, особенно на продукты питания и жилье. Также курс песо по отношению к доллару также постоянно меняется, что привело к популярности обменивать валюты на черном рынке и увеличение спроса на доллары. Жители предпочитают хранить сбережения в твердой валюте, опасаясь девальвации, что еще больше усиливает нестабильность в экономике. И из-за этих условий многие предприниматели вынуждены пересматривать свои бизнес-модели и адаптировать быстро к смене цен. Буэнос-Айрес остается крупным экономическим центром, однако вести бизнес здесь становится все сложнее, особенно для малых и средних предприятий, которые приходится постоянно бороться с высокой арендной платой и другими расходами. Здесь очень тяжело с импортом, друзья, здесь, да, полный пиздец, я бы назвал, пиздец.
Экономика также испытывает трудности с привлечением иностранных инвестиций, что замедляет развитие инфраструктуры, не могу это слово выговорить, обновление объектов. Тем не менее, несмотря на эти проблемы, Буэнос-Айрес по-прежнему привлекает туристов и новых жителей, сохраняя свои культурные и социальные особенности, которые отличают его от других городов. Друзья, тем не менее, здесь архитектура очень классная, жить можно спокойно на $1000 и нормально, комфортно жить. Поэтому, друзья, кто надумает переезжать в Аргентину, не бойтесь, работы хватит всем, если вы любите работать, если вы хотите работать и хотите что-то поменять в жизни, приезжайте в Буэнос-Айрес, здесь очень круто. Помимо этой инфляции, все равно страна свободы, страна кайфа, страна великолепнейшей архитектуры. Спасибо, что досмотрели выпуск до конца. Всем пока, с вами я, Генрих, это «Жизнь здесь и сейчас» в Буэнос-Айресе. Я вам рассказал в этом выпуске про Пуэрто-Мадеро, про небольшой район, который считается самым элитным в Буэнос-Айресе. Всем пока!